Lахте Thank you very much for inviting us here to the Vedalife Center here in Petersburg. Большое вам спасибо за то, что пригласили нас сюда, в центр Vedalife в Санкт-Петербурге. It's been a long time since I've spoken before such an assembly of great devotees. Уже давным-давно я не выступал в таком собрании великих преданных, подобных этому. And I'm very humbled by the opportunity to try to say something for you. Поэтому я робею, я стесняюсь теперь, когда мне дали эту возможность выступить перед вами. My name is Bhaktivedanta Mахайоги. Меня зовут Бхактивиданта Махайоги. I became interested in Krishna consciousness in the 1970s. Я заинтересовался движением сознания Кришны в 70-е годы прошлого века. At that time in my country there was war and turmoil. В то время в моей стране, имеется в виду Соединенные Штаты Америки, происходила война и массовые беспорядки. I liked the idea of peace. Мне нравится идея мира. And I read the books of Tolstoy and Henry David Thoreau. Я читал книги, в ту пору я читал книги Толстого и Торо. And I liked it that they talked about peace and non-violence. И мне нравились идеи, которые эти писатели высказывали, эти мыслители высказывали, идеи о мире и ненасилии. And later found that they based their teachings on Gandhi. Впоследствии я обнаружил для себя, что их мысли были основаны на идеях Ганди. And also on the Bhagavad Gita. Питательной почвой для их мыслей служили идеи Ганди, а также Бхагавад-гита. And as a young man, I was kind of a wild and crazy guy. В молодости я был человеком необузданным и, можно сказать, безумным. And I decided to hitchhike across the United States. И решил совершить путешествие по Соединенным Штатам автостопом. In search of peace, truth, love. В поисках мира, любви, истины. And it was a ridiculous and stupid experience. Это был смехотворный и глупый опыт. Life is not like they show you in the movies. Поскольку жизнь совсем не то, что показывают нам в телешоу. We decided to go to the Mardi Gras in New Orleans. Mardi Gras, it's a festival. If you don't know what it is, there's no point. Okay. Mardi Gras, street festival. You decided to take part in it. The Catholics have 40 days of Lent. Yes. Like we have Chaturmas. Yes. У католиков есть 40-дневный пост, подобно тому, как у нас в вайшнавской традиции существует Чатурмаси. And before they begin their 40 days of austerity, they have a big festival. И до того, прежде чем начинается этот 40-дневный период поста, в римско-католической церкви происходит праздник. It begins with what's called Fat Tuesday, or in French it's Mardi Gras. И он начинается с так называемого, ну буквально, я не знаю, толстого, нет, вторник, Sunday, In Russian you have жирный вторник. What is it? Жирный вторник. There you go. Yeah, so it's a big party. Простонародное название, есть французское название, я не могу его воспроизвести, это большой праздник. The French left their stamp in a place called New Orleans. Французы оставили свой отпечаток в месте, в США, называемом Новым Орлеаном. It's like a French city in the United States. В Америке Новый Орлеан — это, по сути, французский город. So they celebrate this festival with parades and thousands of people in the street playing jazz music. И там в этом городе, этот так называемый жирный вторник, празднуют очень пышно, с уличными шествиями, процессиями и джазовой музыкой. And people have flower garlands. It's a very festive occasion. Люди украшают свои шеи цветочными гирляндами, и это очень-очень
яркий, красочный праздник. Everyone drinks a lot of alcohol. И все пьяны. So when I was a kid, I saw this in a movie called Easy Rider. Когда я был ребенком, то я видел это событие в художественном фильме под названием «Как будет Easy Rider». It had Jack Nicholson in it. В котором главную роль играет Джек Николсон. These hippies ride motorcycles. Там герой фильма это хиппи, которые ездят на мотоциклах. And they discover the truth about life in New Orleans. Беспечный ездок, наверное. Беспечный ездок, да? Фильм «Беспечный ездок». И герой этого фильма ищет правду жизни в самом Новом Орлеане. Maybe you've seen the movie. Вы видели это, да? Long time. In the end, they're driving their motorcycles down the road and everybody dies. И там показывают, как эти парни гонят на велосипедах, на мотоциклах по дороге, и в конце концов все они погибают. So somehow this appealed to my naive, adolescent mind. И вот этот сюжет или эта идея показался моему наивному, неискушенному уму привлекательным. And we found ourselves in New Orleans. И я сам, в конце концов, таким образом оказался в Новом Орлеане. We left Los Angeles in the morning. Утром мы выехали из Лос-Анджелеса. And stuck out our thumbs. И стали на дороге, стали голосовать на обочине. And hitchhiked across 1,000 miles of American highway. И таким образом автостопом проехали 1000 миль по американским шоссе. I had $3 in my pocket. У меня в кармане было $3. So completely irresponsible. Это было совершенно безрассудное, была совершенно безрассудная затея. Sometimes I teach English in the university. Иногда я занимаюсь тем, что преподаю в университетах английский язык. And you're supposed to ask people questions. И когда ты играешь роль преподавателя, то ты должен задавать студентам вопросы. Like we're teaching present perfect. Например, мы учим настоящее, это грамматическая форма, present perfect английский. Have you ever? Настоящее законченное время. And you have to ask a question like, what's the craziest thing you have ever done? И там используется такой оборот, как когда-либо, да? То есть, например, ты должен спрашивать у студента, какой самый безумный поступок в твоей жизни, который ты когда-либо совершил? So it's difficult for me because I did so many crazy things. Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я в моей жизни совершал великое множество безумных поступков. It's hard for me to think of an answer. Мне трудно дать должный ответ. Also, I don't want to give young people the wrong impression. Кроме того, я не хотел бы создавать у молодых людей, меня слушающих, дурное или ложное впечатление. To hitchhike across the United States today with $3 would be suicide. В настоящее время, в наши дни, пытаться путешествовать по штатам автостопом, имея $3 в кармане, подлинное самоубийство. But as a young man, I thought I knew everything. Но когда я был молодым человеком, я знал, что я все знаю. Я думал, что я все знаю. So we got to New Orleans. И вот мы доехали до Нового Орлеана. And all this crazy party is going on. Где происходили все эти безумные вечеринки. And I asked my friends, well, what do we do now? Безумные тусовки. И я спросил у моего друга, и чем же мы теперь займемся? Where shall we sleep? Где мы будем спать? How will we eat? Как мы будем есть? And my friend said, don't worry, I have it all under control. Мой друг ответил мне, не беспокойся, я держу ситуацию под контролем. I said, really? Well, where are we going now? Я сказал, да недавно, неужели? И что, и куда мы сейчас идем? And he said, there's these people here. Он ответил, здесь же есть люди. Called the Hare Krishna. Их называют Харе Кришна. And we can stay with them. И мы можем пожить с ними. And I was like, really? Я сказал, да. I've heard of these people. Я слышал об этих людях, сказал я ему. I've seen them with their orange robes chanting in the streets. Я видел, как эти люди в оранжевых одеждах танцуют на улице. Aren't they a little crazy? Разве они немного не себе, правда? And he said, well, they're no crazier than you and I. Он сказал, эти люди не более сумасшедшие, чем мы с тобой. So we went to the Hare Krishna temple. Таким образом, мы отправились в храм Сознания Кришны в Новом Орлеане. This is in about 1970.
Это было в 1970 году. And what struck me, well, we went into the temple and the floor was covered with that much dust. Когда мы пришли в храм, то я увидел, что пол был покрыт слоем пыли вот такой толщины. There was a thick carpet of dust like this. Там был толстый, буквально ковер из пыли, подобный вот этому ковру. But the dust was red. Но пыль была красного цвета. It was from the strawberry incense. И была она, откуда была эта пыль? Ее источником были клубничные благовония. And they made us take off our shoes. They? We had to take off our shoes. Нам пришлось снять ботинки, обувь. So I was walking in strawberry incense dust. И я ступал босыми ногами по слою пыли, образованной клубничными благовониями. So right away I knew I had discovered something very interesting. И в тот самый момент я понял, что я столкнулся с чем-то действительно интересным. My feet made footprints in the strawberry incense dust. Мои стопы оставляли отпечатки в слое пыли от клубничных благовоний. Now there was dust on the floor because they had big packages of incense. Действительно была пыль от благовоний, потому что у них были огромные пачки упаковки с благовониями. And they had to take a big pack like this and separate 20 sticks and make it into a small pack. И что происходило? Люди преданные брали огромную упаковку сверток с благовониями и делили его на части, скажем, на 20 благовоний. Для этого им приходилось, естественно, вытаскивать благовония из общего свертка. So the devotees were sitting on the floor like this. Преданные сидели на полу вот так, по-турецки. And they invited me to pack the incense. И пригласили меня помочь им в этом деле, в упаковке благовоний. So immediately I was involved in the service of Krishna. Немедленно я был вовлечен в служение Кришне. And as we could smell the incense, they had a record album on. И в то время, когда мы вдыхали запах благовоний, играл магнитофон. I don't know if you've heard this album, but it's a Hare Krishna classic. Я не знаю, я не уверен, слышали ли вы этот альбом, играл определенный альбом, он называется Харе Кришна, классика Харе Кришна. I think it's called the Hare Krishna album. Я думаю, что он так и называется, как альбом Харе Кришна, Харе Кришна альбом. It has Bhaja Kunremana. Там присутствуют в этом альбоме такие песни, как Баджа Kunremana, Jaya Radha Madhava, Prabhupada's chanting. Yes, Jaya Radha Madhava. It has the Hare Krishna mantra. Харе Кришна Махамантра. It only has about 10 songs. В этом альбоме всего лишь 10 песен. So as we were packing the incense, the devotees would play the album. И в то время, когда мы сортировали, паковали благовония, звучала музыка, эта музыка. So I was saturated with the smell of strawberry incense. И я был весь полон этого запаха клубничных благовоний. And we were listening to this transcendental sound. И мы слушали этот трансцендентный звук. Srila Prabhupada chanting Hare Krishna. Шрила Прабхупада пел Харе Кришна. And also the devotees. И также преданные пели. And then they would start telling me the philosophy. Затем они начали объяснять мне свою философию. Like, what are you boys doing here? Они спросили, что вы, парни, здесь делаете? And we tell them, well, we came here to find the truth in the streets of New Orleans. На что мы им ответили, мы приехали в Новый Орлеан, чтобы найти на его улицах истину с большой буквы. And they just laughed at us and they said, you're fools. Они стали ржать и говорить, да вы придурки. You know nothing. Что вы вообще знаете? First of all, the people outside, they're all intoxicated. Прежде всего, сказали они, все люди на улице, все они за пределами храма, все они обдолбаны. Their minds are disturbed with alcohol and meat eating. Их умы не в порядке, их умы расстроены алкогольными возлияниями и употреблением в пищу мяса, сказали преданные.
They're not controlling their senses. Они не в состоянии контролировать свои чувства. What truth could they have? Какую истину, носителями какой истины эти люди могут быть? And we fought back. And we fought their argument. We debated with them. И мы стали спорить с преданными. That, you know, we want free love. Мы хотим свободной любви, заявили. And they told us you can have free love. Они ответили нам: да, свободная любовь может. You came to the right place. Свободная любовь есть, и вы пришли туда, где она есть. This is bhakti. Это бхакти. Bhakti means divine love. Бхакти означает божественная любовь. Look, there's Radha and Krishna. Посмотрите, вот там стоят Радха и Кришна. Krishna represents the highest truth. Кришна представляет собой высочайшую истину. Radha is his pleasure potency. А Радха является его потенцией наслаждения. When you say Hare Krishna, you're meditating on the divine reality and his pleasure potency. Когда ты произносишь Харе Кришна, то ты медитируешь на божественную реальность и энергию или потенцию наслаждения, радости этой божественной реальности. And we were astonished, we had no more words. И мы были изумлены, мы потеряли даже речи. But my friend, he read the Bhagavad Gita. Но мой друг к тому времени уже читал Бхагавад-гиту. And he said, wait a minute, you know, I read your book. И он сказал: минутку, я читал вашу книгу. Krishna tells Arjuna, fight. Кришна, сказал он, говорит Арджуне на страницах этой книги: сражайся. So where's the peace and love? А где же место миру и любви? But they explained to us. Но преданные объяснили нам, This is a transcendental conversation. что речь идет о трансцендентном разговоре. You have to see things on a deeper level. Нужно, сказали они нам, видеть вещи, воспринимать вещи на более глубоком уровне. The great philosophers of the world all bring their truths out through dialogue. Великие философы этого мира выражают свои истины в форме диалога. So the conversation between Krishna and Arjuna is a dialogue like this. Поэтому аналогичным образом мы имеем дело с беседой, с диалогом Кришны и Арджуны. Arjuna is looking for an easy way out of the conflict. Арджуна ищет легкий способ избавления от конфликта, разрешения конфликта. And Krishna explains to him that your solution is superficial. А Кришна объясняет ему, он говорит: твое решение поверхностно. If you want spiritual peace, you have to find it on a spiritual level. Если ты хочешь обрести духовный мир, то ты должен обрести его на духовном уровне, в духовном измерении. Dedication is above exploitation and renunciation. Жертвенность, преданность стоит выше эксплуатации и отречения. And that put an end to our argument. И здесь нашему спору был положен конец. We were speechless. Мы были безмолвны, нам нечего было сказать. We wanted to fight back. We wanted to fight back. Мы хотели бы ответить, возразить, But we were helpless. но не могли, мы были беспомощны. We were overpowered by the fragrance of the incense. Мы были раздавлены, образно говоря, запахом кузнечных благовоний. The transcendental sound of the mantras. Трансцендентным звуком мантры. And the arguments of the devotees. И аргументами преданных. And at that point, our defenses were very weak. И на этой стадии мы сдались без боя. But it was also made weaker by the fact that we hadn't eaten in about 24 hours. Но мы также сдались без боя еще и потому, что мы ничего не ели в течение 24 часов предшествовавших встречи. And then they said, well, it's time for prasada. И преданные как раз в этот момент сказали нам: настало время просада. And we thought, prasada, what's that? Мы подумали: просада, что это такое? Maybe it's a trap. Возможно, это ловушка. We better get out of here. Лучше нам отсюда убраться как можно быстрее. But we sat on the floor. Но мы сидели на полу. And they brought a board, a long board. И преданные принесли нам длинную доску. Like they didn't have a table. У них не было столов. And so the board was the table. И столом служила доска. And they had some kind of spicy soup. И у них был острый, со специями, с пряностями суп. And some kind
of pancakes or tortillas. И с блины или оладьи с pancakes with what? Chapati. Chapati. And in this way we spent a couple of days at the Hare Krishna temple in New Orleans. Итак, тогда в то время мы провели пару дней в храме Харе Кришны в Новом Орлеане. But after that I was finished. Но I was defeated. и я сдался. I didn't surrender at that time. Я не предался в ту пору. But I knew it was only a question of time. Но я знал, что моя сдача в смысле самопредание, это вопрос исключительно времени. Because when I stepped outside the temple, I realized this is hell. Поскольку как только я сделал шаг за порог храма, я понял, окружающий мир – это ад. There's no truth to be had here. В этом мире нет истины, правды. The Hare Krishna people are right. А люди из Харе Кришна правы. These are drunken madmen with violence in the street. Вокруг меня безумные алкоголики, склонные к насилию, подобные персонажи заполняют. And as I walked down the street, I saw a couple of young black men. Как только я вышел на улицу, я сразу же увидел парочку чернокожих молодых людей. And I guess they were drunk. И я понял, что они были пьяны. And there were like 25 policemen beating them with sticks. И их окружала толпа из 25 полицейских, которые избивали их дубинками. And I could understand, this is not civilization. И я смог немедленно понять, это не есть цивилизация. What the devotees were telling me, that's civilization. То, что рассказали мне преданные, это цивилизация. But as a young man, I was impetuous and I had no proper guidance. Но я в моей молодости был нетерпелив, я был безрассуден, у меня не было должного руководства. I didn't have the opportunity that some of you have. У меня не было той возможности, которая есть у многих из вас. And it took me years before I could find the Hare Krishna people again. И мне потребовались ушли годы на то, чтобы я нашел людей Харе Кришна вновь. In Los Angeles, they used to go in the street in Los Angeles and chant. Это произошло в Лос-Анджелесе, где преданные имели обыкновение ходить по улицам и петь. And hand out their magazines. И раздавали людям, или продавали свой журнал. And in the back of one of the Back to Godhead magazines was a photo of devotees who were traveling the United States on a bus. И на обложке одного из журналов «Назад к Богу», который преданные распространяли, было фото. На нем были запечатлены преданные, ездившие по Америке на автобусе с проповедью. It was the Radha Damodar traveling Sankirtan party. Это была так называемая группа странствующих Санкиртаны Радха Дамодар. They would go to a town in a school bus. Преданные ездили по городам и весям на школьном автобусе. And they would put up a pandal. Они ставили туда, куда приезжали, пандал. And a harmonium and a little stage and a place for preaching. У них была физгармония, они возводили небольшую сцену для проповеди. They'd set up a little kitchen and start cooking, rice, dal, chapati. Устраивали небольшую кухню, где готовили рис, дал, чапати. They'd make sweet balls. Делали сладкие шарики. Simply wonderful. Под названием «Простое чудо». With powdered sugar and I think you call them simply harasho. Я думаю, вы их называете «Простое хорошо». They make them with butter and делают из масла, coconut, из кокосовой pudra, powdered sugar. And they would hand these out and some incense to people going by. Кроме того, преданные предлагали прохожим благовония. And try to attract them to chant Hare Krishna. И пытались так или иначе склонить их к пению Харе Кришны. So I saw this in the back of the magazine. Я увидел фото, подобную сцену на обложке журнала. And it said chant Hare Krishna. Там была надпись следующая: «Пой Харе Кришна». And see the world. И видеть мир. Пой Харе Кришна, и ты увидишь мир.
Like in the army, they say, join the army and see the world. Как имеется в виду, это парафраз известного американского выражения, это реклама. В американскую армию вербуют, это фирменная фраза, это реклама. Стань солдатом, то есть вступи в ряды американской армии, и ты увидишь мир. But this is only cheating. Но это, в случае армии это не более чем обман. So I went to the Los Angeles temple and I said, yes, I want to join the Hare Krishnas and see the world. А по обращении, после того, как я увидел это фото, я явился в храм в Лос-Анджелесе и сказал преданным, да, я хочу к вам присоединиться и увидеть мир. This was in about 1976. Это было где-то в 1976 году. So we sold books in Los Angeles. Мы занимались тем, что продавали книги в Лос-Анджелесе. We used to sell books to the passengers on the airplane. Обычно я занимался тем, я и другие люди занимались тем, что продавали книги пассажирам самолетов. And we'd say, excuse me, sir. В аэропортах. Мы обычно говорили, обращаясь к человеку, простите, сэр. And the people would say, leave me alone. А люди нам говорили. So the conversation would be, excuse me, sir. Убирайся. Обычно люди отвечали, убирайтесь. И разговор выглядел так, простите, сэр. You know, excuse me, sir, buzz off. Excuse me, sir, leave me alone. Excuse me, sir, go like that. But finally, sometimes you'd meet somebody, and they'd say, you know, what are you doing? Но в конце концов, после серии неудачных попыток, находился человек, который откликался. И он спрашивал, а чем вы занимаетесь? Or we'd say, excuse me, sir, and they'd say, I have no time. Обычно люди говорили, мы говорили, простите, сэр, человек отвечал, у меня нет времени. У меня нет времени. Есть время. А он говорил, это человек говорил, у меня есть. And then we would say, no, sir, because time has you. Мы говорили, нет, сэр, время имеет вас. Он говорил, у меня нет времени, но мы говорили, зато вы есть время имеет вас. You were a toy in the hand of time. Имеется в виду, вы говорили мы людям, вы игрушка в руках времени. Read this book, it will change your life. Прочитайте эту книгу, сэр, и она изменит вашу жизнь. We had to use ordinary clothes, of course. Мы, конечно, работая в аэропортах, носили гражданскую одежду. Because in a materialist society, people don't like to see that you're leaving behind all the things that you're supposed to have. Потому что в материалистическом обществе людям не нравится, когда они видят, что кто-то отказался от вещей, которые по правилам игры этого общества человек должен иметь. So we would wear a suit and a tie. Поэтому мы ходили в пиджаках и галстуках. And carry a briefcase. С чемоданами в руках. And we would approach another man. И мы обращались к людям, wearing suit and tie. Которые были одеты аналогичным образом, в костюмах. And a briefcase. С чемоданами в руках. And he's looking at the board. And he lost his flight. Человек, это, скажем, стоял у доски объявлений, и он, скажем, опоздал на свой рейс. Не мог увидеть, когда будет его рейс. And he's saying, oh my God, I lost my flight. И говорил, боже мой, я опоздал на рейс. So I would stand next to him with my briefcase. Я остановился рядом с этим человеком с чемоданом в руке. And I'd say, you too? И говорил, что вы тоже опоздали на рейс? I would say, at times like this. И я говорил, в такие минуты, at times like this, there's a book that I like to read. Знаете, в такие минуты, в таких ситуациях, есть одна книга, которая очень меня выручает. And this book can help you. И эта книга может помочь вам. So we tried like anything to sell Prabhupada's books. Мы пытались не мытьем, так катанием, любыми средствами продавать людям книги Шрилы Прабхупады. Because we sincerely believed that if you only read this book, it would change your life forever. Потому что мы искренне верили в то, что если человек просто прочитает эту книгу, то эта книга навсегда изменит его жизнь. Bhagavad Gita is the only book that I don't know. I say it's the only book because it helped me, but I felt Bhagavad Gita is the only book that can do that for you. Я чувствовал это прежде всего в отношении себя самого, и, соответственно, я искренне говорю людям, что Бхагавад Гита способна вам помочь изменить радикально вашу жизнь. Bhagavad Gita explains God. Поскольку в Бхагавад Гите объясняется природа Бога.
time, природа времени, karma, природа кармы, the world, природа мироздания, consciousness, природа сознания and the interaction of these things. и взаимодействие всех вышеперечисленных явлений. You know, what is dharma? What is consciousness? Бхагавад-гита объясняет, что такое дхарма, что такое сознание. You can't find this in any other book. Невозможно найти объяснение природы этих явлений в какой-либо иной книге. I like to read. Мне нравится читать. I'm addicted to reading. Я привязан к чтению. It's a very bad addiction. И это очень плохая привязанность. It's worse than cocaine or heroin. Эта привязанность хуже, чем привязанность к кокаину и героину. So I have a little electronic reader. Сейчас у меня есть маленький электронный. And I've collected about 11,000 books on it. У меня есть с собой маленькая электронная библиотека, которая включает собрание из 11 тысяч электронных книг. And most of these books are written by angry people who don't know anything. В большинстве своем эти книги написаны людьми, о которых мы не имеем ни малейшего понятия. But Bhagavad Gita is sublime. Но Бхагавад-гита возвышена. It's transcendental. Она трансцендентна. It comes from a different world. Она исходит из иного мира. Just by touching it, it can change your life. Благодаря простому соприкосновению с ней возможна радикальная перемена всей жизни. One verse from the Bhagavad Gita can wash your soul of all sin. Один стих Бхагавад-гиты способен очистить твою душу ото всех грехов. Even if you only have this book on a shelf in your house, it will emit a divine ray that will purify your house. Даже если эта книга просто стоит на полке, книжной полке в твоем доме, то эта книга будет эманировать, излучать духовное сияние, духовные эманации, которые будут менять тебя, изменять. And it says this in the Shastra. И именно это сказано в Шастре. But it's also my personal experience. Но это также мой личный опыт. If you have the Bhagavad Gita on a bookshelf long enough, someone will come and say, "What's this?" Если ты держишь у себя дома на книжной полке Бхагавад-гиту достаточно долго, то в один прекрасный день к тебе кто-нибудь придет и спросит у тебя, а что это за книга? I'm getting some kind of divine ray from this book. Я чувствую некое божественное излучение, некие божественные лучи, исходящие от этой книги. Anyways, I don't want to bore everyone. Как бы то ни было, я не хочу вам надоедать. So my life as a devotee went on for some time. Таким образом, моя жизнь в качестве преданного продолжалась какое-то время. Is Goswami speaking at 7 o'clock? А Шрила Госвами Махарадж выступает в 7 часов вечера. Нет, по плану 19 арати должно быть, а в 20:08. Ну, по последнему торжеству. То есть через 10 минут. According to the schedule, at 7 o'clock will be Arati, and Srila Goswami Maharaj, he will participate in this official opening of the festival. All right, but at what time? At 8 o'clock. At 8 o'clock? Yes. Okay, all right. Because I thought he was coming at 7, so I'm saying some things to help him, but whatever. Yeah. So my devotee life went like this for some time. Таким образом, какое-то время я жил в качестве преданного. We used to, sometimes we would get in a van. Do you understand what a van is? It's like a truck. Иногда мы садились в фургон. It had a platform in it for sleeping. В котором есть специальная платформа для сна. And under the platform, boxes of books. А под этой платформой, этим настилом, стояли ящики с книгами. And we would drive to different places in the United States and try to sell our books. И мы разъезжали по всем Соединенным Штатам и пытались распространять книги. It was a very austere life. Это была очень аскетичная жизнь. We were doing this in the Grand Canyon. Мы занимались этим в так называемом Большом каньоне. The Grand Canyon is very beautiful. If you ever get a chance, go visit it. It will remind you of God. Большой каньон очень красивая местность. Если у вас когда-то будет возможность, когда-нибудь обязательно его посетите, поскольку природная красота этого места напоминает нам о Боге. In the morning, we would get up at 5 o'clock in the morning. Мы вставали в 5 утра. And we had a couple of bottles that we would fill with water. У нас была пара бутылей, которые мы наполняли водой. So you had 2 liters
На человека приходилось по 2 литра. To wet yourself. Омыться. And then you put soap. Затем мы наносили на руки мыло. And then 2 liters to rinse up. То есть первые 2 литра просто, так сказать, себя намачивали, потом мылились, а потом второй бутылкой смывали. And a man traveled with us with a small stove. И у одного из нас была маленькая плитка. And he could make the rice, dal, and chapati. И этот человек был нашим поваром, он готовил на этой плитке рис, дал и чапати. And that's why we organized festivals and traveled around. Так мы организовывали праздники, фестивали, и так мы путешествовали. Later on, our guru, Srila Prabhupada, he died. He passed on. Впоследствии наш гуру Шрила Прабхупада покинул этот мир. This was in 1977. Это произошло в 1977 году. So for many people, the party was over. Для многих людей, образно говоря, вечеринка на этом закончилась. It's very difficult to go on without some personal guidance from a Vaishnava. Очень трудно жить духовной жизнью и идти вперед, не имея личного руководства некого вайшнава с большой буквы. So it was difficult for us. Для нас это также было тяжело, трудно. And around this time, I went to India. Как раз в это время я отправился в Индию. And I spent some time in India. И провел там какое-то время. And I met also around this time with Goswami Maharaj. Примерно в то же время я познакомился со Шрилой Госвами Махараджем. And he recommended that I visit with Sridhar Maharaj. Он порекомендовал мне навестить Шридхара Махараджа, Шрилу Шридхара. There's the photo of Sridhar Maharaj. Здесь присутствует фото, изображение Шрилы Шридхара Махараджа. And it's strange because Sridhar Maharaj was older than Bhaktivedanta Swami. И это странно, поскольку Шрила Шридхар Махарадж был старше годами Шрила Бхактивиданта Свами. He didn't think he would live longer. Он не думал, что он переживет Прабхупаду. But there's a conversation you can hear between the two of them. Однако есть запись одного разговора, их разговора, Прабхупады и Шрила Гуру Махараджа. Where Prabhupada, who is the author of the Bhagavad Gita commentary, was talking with Sridhar. В ходе этого разговора беседует Шрила Прабхупада, который был автором комментария по Бхагавад-гите, Прабхупада беседует со Шрилой Шридаром Махараджем. And he says, I won't be here for very long. И он говорит, Прабхупада говорит следующее, он говорит, я не задержусь в этом мире надолго. You have to help these Western people. Ты или вы, говорит он, обращаясь к Шриле Шридару Махараджу, должны помочь этим западным людям. And the funny thing is, Sridhar Maharaj was really a thinker. И забавный момент здесь такой, что Шрила Шридар Махарадж был в действительности мыслителем, философом. He wasn't much of an organizer. Он не был организатором или администратором. He used to say, I'm a backward pushing man. Он называл сам себя он называл человеком тугим на подъем. Because he liked to relax. Ему нравилось расслабляться. And talk. И говорить, беседовать. But his talk was very deep. Но беседы его были очень глубокие. So all the gurus in India, все гуру в Индии, who were intelligent, достаточно разумные, looked for him. Искали его общество. All the gurus in the Gaudiya Math went to him. Все гуру Гаудия Матхи навещали его. If they had some problem, если у них возникали трудности, or they wanted something resolved, или они хотели разрешить какой-то конфликт или проблему. So Goswami Maharaj told me, go visit him. Госвами Махарадж сказал мне, навести, отправляйся к Шридхару Махараджу. And in 1981, I went to his ashram in Navadvip and sought shelter at his holy feet. И в 1981 году я оказался в Навадвипе, в его ашраме, и сел у его лотосных стоп. And at first he did not want to accept me. Вначале он не хотел меня принимать. He didn't want to accept any Western disciple. Он имеется в виду, он не хотел принимать западных учеников. But because he thought it would be trouble. Поскольку он думал, что из-за этого возникнут трудности. So I waited. Поэтому я ждал.
In those days, if you wore this cloth in India, sometimes they would call you red monkey. В те дни в Индии, если ты носил подобную одежду, имеется в виду одежды преданного, то местные жители иногда дразнили тебя, называя красной обезьяной. Because the Western devotees didn't have a good reputation. Поскольку репутация западных преданных была далеко не идеальной. So, if you were walking down the street, they would say, "Red monkey." Если ты шел по улице в этих одеждах, то местные жители говорили тебе в спину: красная обезьяна. So one day I was at the banks of the Ganges. Однажды в один день я находился на берегу Ганги. Swimming. Я купался. And I left my sandals. Я оставил мои сандалии and my glasses, и очки on the banks of the Ganges. На берегу Ганги. And a little boy, a short black boy, и мальчишка, местный мальчик, невысокого роста, смуглокожий, with a stick, с палкой в руке. And 7 buffaloes. What kind of buffaloes? Buffalo, water buffalo. И с этими, прошу прощения, с буйволами. Yeah, it's like a cow, but more like, it's like a combination between a cow and a submarine. Буйвол — это некая смесь коровы и подводной лодки. Yeah. Помесь. They're very ugly, the buffalo. Они очень уродливые существа, эти буйволы. The cow will not go into the Ganges. Корова никогда в жизни не зайдет в воду Ганги. They're very delicate. Коровы очень нежные, хрупкие создания. The cow will touch the water. Корова просто дотронется до воды. Like, no, I don't think so. И скажет: да, не стоит. But the water buffalo, they're big and they go right into the water. Но водные буйволы, это еще не просто буйволы, а некие водные буйволы. Водные буйволы смело лезут в воду. So there's this little boy walking along the banks of the Ganges with 7 buffaloes. И вот по берегу Ганги шел мальчик со стадом из 7 таких буйволов. If you see one of these buffaloes, you will be terrified. Если бы вы увидели такого буйвола, вы бы испугались. It's something from Discovery Channel. Это такой буйвол, он наподобие тех животных, зверей, которых показывают по Discovery Channel. You will be terrified. This is a wild animal. He's going to kill me. Вы бы испугались, пришли в ужас, сказали: о, это дикий зверь, он на меня нападет. But this little boy has a stick and he's controlling the water buffaloes. Но у этого мальчика, маленького мальчика, была в руках палка, и он легко справлялся со стадом из 7 буйволов. Just like Krishna can control cows. Подобно тому, как Кришна в состоянии совершенным образом контролировать коров. And I thought, how picturesque, how beautiful. И я подумал, насколько это живописно, насколько это красивая сцена, зрелище. Just like Krishna. Этот мальчик подобен Кришне, подумал я. And as he walked by, и в то время, когда он проходил мимо, he turned to me and he said, он обернулся ко мне и сказал: "Red monkey." Красная обезьяна. And when I came back to the shore to pick up my glasses and my sandals, а когда я вернулся на берег, вышел из речки и вернулся на берег, чтобы взять сандалии и очки, my glasses were gone. Я увидел, что очков там уже нет. So that night, when Sridhar Maharaj was telling us about his, his life story, when he was discussing Hari Katha, в тот вечер, когда Шрила Шридар Махарадж рассказывал нам историю своей жизни, когда он совершал Хари Катху, he asked me if there was anything new. Он задал мне вопрос: а есть какие-то новости? And I told him the story. Я рассказал ему о том, что со мной днем случилось на Ганге. So he had Govinda Maharaj send some representatives to the local town. И он через Шрилу Говинду Махараджа послал своих представителей looking for the boy with the 7 buffaloes. В местный город или по окрестным деревням, послали преданных в поисках того самого мальчика с 7 буйволами. And they went to 3 or 4 small villages near the Math. И представители Матха обошли 3 или 4 деревни, расположенные рядом с Матхом. But they never found the boy with the buffalo. Но ни в одной из этих деревень не было мальчика с буйволами. But after that, Sridhar Maharaj took a liking to me. Но после этой истории, после этого инцидента, Шрила Шридар Махарадж стал относиться ко мне с симпатией. And he accepted me. И принял меня. So I
I called Goswami Maharaj on the phone. Я позвонил Госвами Махараджу по телефону. At this time he was in California. В то время он находился в Калифорнии. I had gone to Africa. Я должен был отправиться в Африку. But I won't bore you with the story. Но я не хочу вас утомлять деталями этой истории. Let's just say, join Hare Krishna and see the world. Давайте просто скажем, присоединяйтесь к Харе Кришна, и вы увидите мир. Anyway, I told him, I understand how we can make the books for Sridhar Maharaj. Как бы то ни было, когда мы беседовали с Госвами, то я сказал ему, что я понял, как мы можем сделать книги для Шрила Шридхара Махараджа. So he sent me a ticket to California. И он, Шрила Госвами Махарадж, послал мне билет в Калифорнию. And we founded Guardian of Devotion Press. И где, в Калифорнии, мы основали издательство «Хранитель преданности». Which is another long story, but we published The Search for Sri Krishna, Sri Guru and His Grace, Golden Volcano of Divine Love, The Loving Search for the Lost Servant, and Subjective Evolution of Consciousness. История этого издательства — это предмет отдельного разговора, но суть такова, что это издательство опубликовало все эти книги, прекрасно слушателям известные: «Поиск Шри Кришны, прекрасной реальности», «Золотой вулкан божественной любви», «Субъективная эволюция сознания», «Шри Гуру его милость». And this was about 30 years ago. И было это почти 30 лет тому назад. Finally, my collaboration with Goswami Maharaj finished about 25 years ago. В конце концов, примерно 25 лет тому назад мое сотрудничество с Госвами Махараджем прекратилось. I had heard he went to India. Я слышал о том, что он отправился в Индию. I took a teaching job at a university in Mexico. А я в это время устроился работать преподавателем в Мексиканском университете. And for a long time I didn't hear anything about my friends, the Hare Krishnas. Долгое время я не получал никаких известий от моих друзей, преданных. You must understand the United States is a very materialistic place. Вы должны понять, что Соединенные Штаты Америки представляют собой очень и очень материалистическое общество. And it's difficult to be pure and practice yoga. И общество, в котором трудно оставаться чистым, сохранять чистоту и практиковать йогу. And it was difficult for me. И для меня также было тяжело это делать. But last year I heard from Goswami Maharaj. Но в прошлом году я все же получил весточку от Госвами Махараджа. And he invited me to come to Thailand. И он пригласил меня приехать к нему в Таиланд. And I was very surprised. I said, Thailand? What are you doing in Thailand? И я был очень удивлен. Я спросил у него: Таиланд? Что вы делаете? Что вы делаете в Таиланде? And he told me about Avadut Maharaj. И он рассказал мне об Авадхуте Махараджи. And I tried to explain this to some people in Mexico. Я пытался объяснить смысл этой ситуации некоторым людям в Мексике. What we're doing here. Пытался им объяснить, чем мы здесь занимаемся. And what you're doing here. И чем вы здесь занимаетесь. But they just thought I was completely crazy. Но они думали, что это бред, решили, что это бред сивой кобылы. They thought I was making it up. От начала и до конца. Они думали, что это что-то непонятное. I couldn't really make sense of it myself. Я не мог, для них то, что я им рассказываю, звучало бессмысленно. It doesn't matter where I start the story. И не имело значения, где я начинал, в каком пункте моя история начиналась. I put a video of myself playing ukulele on YouTube. Произошло так, что однажды я случайно выставил на YouTube Goswami Maharaj saw the video. ролик, на котором себя, играющего на юкалеле. And sent me an email inviting me to Thailand. А Шрила Госвами Махарадж случайно этот ролик на YouTube увидел. И как раз тогда он обратился ко мне и пригласил меня приехать в Таиланд. I went to Thailand to see the elephants and the Russian devotees. Я отправился в Таиланд, чтобы посмотреть там на слонов и русских преданных. There's an important Russian devotee. Там есть один важный русский преданный, A big yoga swami. большой йога-свами.
named Avadut Maharaj. которого зовут также Авадхут Махарадж. He organizes massive yoga festivals in Moscow, Он организовал крупный, большой, грандиозный йога-фестиваль в Москве. where 20,000 people come and chant Hare Krishna and dance in the streets. Такой фестиваль, который обычно посещают в районе 25 тысяч человек, и все эти люди поют и танцуют, поют Харе Кришна и танцуют на московских улицах. And he wants me to write stories for a graphic novel. В настоящее время этот Авадхута с вами хочет, чтобы я написал для него надписи, текст для комиксов. About the Mahabharata, А сюжетом этих комиксов служит Махабхарата, which will be illustrated by a Russian man and read in the United States. What about United States? Yeah, see, that's what I'm saying, right? Yes. When the graphic novel will be illustrated by Igor Baranko, Игорь Баранков, and yes. people at Comic Con in San Diego will read it. Ага, иллюстратором этих комиксов по мотивам Махабхараты является Игорь Баранков, и русский художник, русский мультипликатор, а люди в Сан-Диего будут читать эти комиксы. So this is a completely fantastic story. Таким, в общем, одним словом, это совершенно фантастическая история. Nobody believes any part of it. Никто не верит в правдивость ни одной из ее частей. Right? If I show them pictures of me with elephants, Никто не верит ни единому слову, когда я рассказываю. Если я им показываю фотографии себя на фоне слонов and pictures of me getting off the airplane in Moscow, they still don't believe it. и фото, на которых я запечатлен в тот момент, как я схожу с трапа самолета в московском аэропорту, люди все равно мне не верят. So Krishna consciousness is like that. It's a chintya. Сознание Кришны в целом таково. Сознание Кришны по природе своей ачинтья непостижимо, немыслимо. It's unbelievable. Оно невероятно. But a devotee in Moscow asked me this question the other day, and I thought it was a good question. На днях один преданный или преданная задала мне в Москве вопрос, который я счел очень-очень хорошим. She said, what happens if you're really trying hard to dedicate yourself, and then you find it's difficult? Эта преданная спросила у меня, как быть, если ты изо всех сил пытаешься предаться, ты пытаешься, и ты видишь, что это не в твоих силах. And you want to do something different. И ты хочешь, и тогда у тебя возникает желание заняться чем-то другим. And I thought, well, I can understand this question. И я подумал, я прекрасно понимаю этот вопрос. Because sometimes we feel that we're getting light. И потому что иногда мы чувствуем, что мы обретаем некий свет. We feel that there's light in our life. Мы чувствуем, что наша жизнь насыщена светом. Especially from bhakti. А источником, в особенности источником этого света является бхакти. But sometimes, perhaps because of our own conditioned nature, it's difficult to see that light. Но иногда, и скорее всего в силу нашей обусловленной природы, обусловленного состояния, нам тяжело видеть этот свет. We become frustrated. И мы становимся разочарованы. And we seek happiness in foolish things. И мы начинаем видеть счастье в глупых вещах. Just as when I was a young man, I sought happiness in ridiculous, foolish things, like the party in New Orleans. Подобно тому, как я рассказывал, когда я был молодым человеком, то мне казалось, что счастье возможно обрести в таких вещах, как тусовки в Новом Орлеане. And so we turn away from the light. И мы отворачиваемся от света. And then because of ego, we think, well, it's difficult for me to come back. И затем, в силу нашего эго, мы думаем, что нам тяжело вернуться обратно. Now I'm an older man, I don't have so much energy. Сейчас я старый человек, я старик, и у меня нет той энергии. I don't have the exuberance of youth. У меня нет этого пыла молодости. But I found this in the Bhagavad Gita, and I like this. Но вот этот стих из Бхагавад-гиты я очень люблю, я хотел бы его процитировать. Krishna says, Nehabhikramanashasti pratyavayana vidyate svapamapyasya dharmasya trayate mahato bayat. The idea is that whatever you do along this path
is eternal. Было сказано, мне нравится стих, этот стих, в связи с развиваемой темой. В этом стихе сказано, Кришна говорит в Бхагавад-гите, он говорит, все, что ты делаешь на этом пути, имеет вечную природу. Whatever benefit you get is forever. Любое благо, которое ты обретаешь, идя по этому пути, имеет вечную природу. It's not like when you put money in the bank. Эта ситуация далекая от той ситуации, когда ты кладешь деньги в сумку. And they charge you a little commission for having a savings account. And they what? When you have money in the bank wants a little commission. Когда у тебя есть в сумке энная сумма, то у тебя хотят взять комиссионные. So if you just leave your money in the bank will gradually take it all. Прошу прощения, не сумка, банк. Когда ты кладешь деньги в банк, то за хранение с тебя берут проценты. Yeah, normally you think if I put money in the bank, then I'll get a little bit of interest. Обычно так. Если то есть никто не делает это бескорыстно. Люди хотят получить свою долю от этой операции. But that's changed. Now if you put money in the bank, they take a little bit until it's all gone. Но это ведь не есть равноценная услуга, поскольку ты кладешь деньги в банк, и чем дольше они там лежат, тем больше с тебя берут комиссионных. But Krishna consciousness is not like that. Но сознание Кришны не таково. Whatever you dedicate will always be there for you. Все, что ты, образно говоря, кладешь на счет, то есть все, что ты вкладываешь, отдаешь, всегда остается на счету, нетронутым.